Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Итак, мы с вами продолжаем изучение таджвида. На прошлом уроке мы начали говорить о правилах нун сакин. Мы говорили о правиле, которое называется изгар. Мы сказали, что изгар – это нечто ясное и четкое. Итак, сегодня мы будем говорить также правила, касающиеся нун сакин. Туда же входит и танвин, это окончание ан, ин, ун, которое называется эдгам. Эдгам, нун, сакин. Отлично. Существует 6 букв эдгама, которые собраны в слове ярмалюна. Конечно, ярмалюна – это не слово, но эти буквы так объединили, чтобы их было легче запомнить. Это буква ей, ро, мим, лям, вау, нун. Ярмалюна. Еще раз. Ей, ро, мим, лям, вау, нун. Ярмалюна. Итак, наше правило идгам нун сакин подразделяется на 2 вида. Первое. Идгам бигунна, что означает с гунной, а гунна – это есть назализация. Идгам биля гунна – это идгам без гунны. Итак, давайте разберем. Идгам би гунна, значит, с назализацией. Сюда входят 4 буквы. Это буква ей, нун, мим и вау. Объединяет как янму. Янму. Яй, мим, вау, нун. Значит, звук нун, нун сакин или же танвин полностью сливается со звуком последующей буквы, и при этом произносится гунна, яни носовой звук, длительностью в 2 раката, яни в 2 счета. Давайте рассмотрим такой пример. Так будет понятнее. Итак, у нас здесь написано минна, на сукуном идет, да? Потом идет буковка яй, я, кулю. Значит, как мы это будем произносить? Мэй, якулю, якулю, мэй. И на буковке яй у нас будет с вами гунна, поэтому буковка яй у нас удвоится, а буковка нун, она у нас уйдет. Якулю. Яй произносим с гунной, с назализацией. Давайте еще раз поговорим о том, что такое назализация. Итак, назализация. Есть вот такая буковка. Я знаю, что в тюркских языках она есть. Я знаю, что есть в казахском языке буковка н. Она пишется с таким хвостиком. Итак, когда мы произносим данную буковку, что у нас происходит? Наш язык, он как бы делает такую стеночку. То есть он не лежит, да, а он приподнятый. Он делает такую стеночку. Таким образом, воздух, который должен выходить изо рта, по сути, да, он, получается, врезается в данную стеночку и уходит в нос. Давайте с вами проверим. Давайте попробуем произнести букву «н», при этом не поднимая наш язычок. «Н», 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 «н». И при этом попробуйте закрыть свой нос. «Д», «г», «г», «г».
на «г» не похоже, похоже на «г», но тем не менее звук выходит. А если мы попробуем поднять язычок, произнести буковку «н» через носик, и еще обратите внимание, когда вы будете держать носик, носик будет вибрировать. Невозможно произнести. Если у вас не получается, значит, вы произносите правильно. Потому что звук это должен выходить через нос. То же самое, значит, вернусь к нашему примеру. Когда мы подходим к буковке «яй», буковка «нун» мы не читаем. Также и в танвине, да, «н» мы читать не будем. А буковка «яй» в данном случае получит гунну, назализацию. Мы. Есть отличие между «мои», когда я не поднимаю, да, не делаю назализацию. Сейчас сравните, проанализируйте и сравните. Ми, если я не поднимаю, я сейчас не поднимаю язычок, да, безгунный читаю. Миякулю, а теперь с назализацией. Миякулю. Слышите разницу? Итак, идем дальше. Вот только теперь читаете вы, а потом я. Итак, у вас должно получиться как миммалин. Еще раз. Миммалин. Обратите внимание, губы, они просто лежат, да? Вы их никак не сдавливаете, никакого давления на губы у вас во время произношения буквы мим не должно быть. Миммалин. Действие у вас, по сути, происходит именно внутри, да? Язычок у вас приподнимается. Миммалин. И звук выходит у вас из носа. Через нос. Так, дальше следующий пример. Читаем. Итак, нун мы не читаем по правилу идгам, и вау получает назализацию. Миуэкин. Еще раз. Миуэкин. Дальше читаем. Далее. Мин ни'матин. Дальше читаем. Итак, здесь мы читаем таким образом. Здесь у нас стоит окончание ин, не мы не читаем, получается йоума изин наима. Еще раз. Йоума изин наиматун. يومئذ ناعمة. Отлично. Дальше у нас вторая часть. Это идгам билагуна. Что такое билагуна? Это значит, что у нас нету гунны. Мы не произносим эти две буквы через нос. Как произносим, как обычно. Это буква ро, буква лям. Итак, значит, еще раз прочитаю правила.
Применяется, когда после нун секин или же танвина приходит одна из следующих букв. Давайте рассмотрим пример. Итак, у нас идет мин роббика. По правилу идгам мы нун или же танвин, нун в танвине, который мы не читаем. Буква ро читаем как обычно, без гунны. Мир роббика. Мир роббика. Еще раз. Мир роббика. Дальше попробуйте. Милладунка. Милладунка. Еще раз. Милладунка. Читаем. Итак, у нас получается гафурун. Не мы убираем, его не читаем. И ре следующее удваивается. У нас как будто 3 ре получилось. Читаю. Гафурур рахим. Гафурур рахим. Гафурур рахим. Гафурур рахимун. Гафурур рахимун. Читаем. Так, значит, здесь у нас худан, потом лиль-муттакин. Читаем по правилу. Худа получается у нас, потом переходим на буковку ля. Худан лиль-муттакина. Худан лиль-муттакина. Еще раз. Худан лиль-муттакина. Отлично. Итак, существуют также исключения. И их, в принципе, всего 4. Это у нас правило изгар мутталак. Это 4 слова, которые вам просто нужно их выучить и запомнить. Значит, первое слово это дунья. Дунья. Далее буньянун. Буньянун. 4. Кинванун. И последнее синванун. Значит, еще раз. 4 слова. Дунья, буньянун, кинванун, синванун. Здесь мы нун читаем. Ну что ж, на этом у нас все. Надеюсь, урок был понятным и легким. Желаю вам хороших уроков. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух.